Время 5:05. Санечек стоит. Вот он уже тюнингом в 5 утра занимается. Здравствуйте. Ты что делаешь? Просто время 5 утра. Саня тут чекулинит что-то. Чтобы 200 разогнаться. Короче, сейчас мы в аэропорт. Оттуда очень долгий перелет. Будет включение уже следующего аэропорта, потом еще с одного. Короче, увидимся чуть позже. Итак, 9 часов полета, поэтому я в очках. Очень сильно не выспался, и очень хорошая идея была не спать и потом сразу в самолет сесть и уснуть. Итак, мы выбрались на улицу, это просто жесть. В Пхукете вообще очень жарко, просто нереально. Я сейчас стою на улице, я не знаю, наверное, градусов как будто 40-35, ветер вообще не обдувает, просто жесть. Я стою, просто спарился уже, я просто в одной футболке. Ну, правда, я в штанах. По-зимнему, но, блин, жесть просто. Такое ощущение было, когда в Египте был, та же самая история была. Вышли и просто офигели. Мы тут чисто проездом, поэтому вышли поглазеть, как здесь все выглядит, очень красиво. Ну и поедем дальше. На улице так жарко, просто нереально. Солнце село, мы в теньке, но на улице просто жесть. Я не представляю, как в такую погоду можно работать. Как GZ в такую погоду будет греться, это вообще жесть какая-то. Каких-то интересных машин я не нашел и заметил, что местные реагируют на съемку не очень доброжелательно. То есть, если я достаю телефон и начинаю снимать, они сразу так пристально смотрят, типа, что там снимаешь, и всем видом показывают, что снимать не надо. Вот, поэтому, если удастся что-то подцепить, подсниму. Если нет, то, к сожалению, сегодня без кадров останемся. Ну вот, смотрите, экземпляр. У них, короче, здесь бусы. Это прям вообще тема. Тонированные, на ворках. Причем оригинальные ворки. Тут есть много машин на китайских колесах. Я уже подметил, что одни и те же колеса на разных бусиках в разных цветах. Наверное, их здесь гоняют за тюнинг. Колеса можно, тонировку можно. Чуть-чуть вниз опустили машинку и красиво. Дороги позволяют, а значит, надо по-любому дропаться. Кстати, пешеходов здесь особо не уважают. То есть, если ты переходишь дорогу, никто не остановится. Надо перебегать дорогу. Сейчас у меня перелет. И потом я еще сниму одну локацию. И потом еще один перелет. Вот, зацените хайс. Колеса Япония. Так, у меня включение. Сейчас мы находимся в Сингапуре, а я проехал где-то сутки. Перелет плюс задержки рейса. Короче, сутки. Очень сильно хочу спать. У меня сейчас следующий перелет. Еще, по-моему, 7 или 8 часов. Я буду на конечной точке, высплюсь и начну снимать. Так как я нахожусь в трансфере, я не могу вам выйти и показать крутой аэропорт. Вот, все, что я вам могу показать, это вот так вот выглядит. Везде постелены коврики и везде все чисто. Это, по крайней мере, удивляет, потому что 2 аэропорта были именно таких. Есть такие вот зоны, можно искупнуться, если очень сильно захотеть. Даже рыбки плавают. Смотрите, здесь Louis Vuitton, Dior, Tiffany, все есть. Все очень дорого, денег нет, поэтому двигаемся дальше. Итак, еще 10 часов лету, и я на месте. Здесь очень рано темнеет, и это Австралия. Завтра мы едем смотреть на дрифт, послезавтра дрифт. Постараюсь по максимуму подснимать. Сейчас немножко прошелся здесь по городу, очень прикольно. Сейчас у них осень, скоро зима, тепло, прям, короче, кайф. Везде чисто, так аккуратненько, очень нравится. Подсоберу информацию и расскажу вам, что здесь интересного и неинтересного. Сейчас могу подметить только одно, что очень рано все закрывается. Прям реально рано. То есть сейчас время 8 часов вечера, закрыто вообще абсолютно почти все. Сейчас еще пару магазинов открыто, сейчас мы купим какие-то продукты на завтра. Ну а так все закрывается. То есть валюту вы можете поменять только до 5 вечера. 5 вечера. У нас 5 вечера только работать начинают. Поэтому вот так. Ладно, увидимся чуть позже. Итак, у нас следующий день. Я немножко выспался. Сейчас время где-то 12 часов. Мы идем по магазинам, потом складываем вещи и едем на дрифт. Дрифт с 5 до 11 вечера, поэтому дрифта будет много. Постараюсь подснять. Это чуть местное метро здесь. Вот так здесь срабатывают пешеходные переходы. Если можно слышать характерный звук, это значит, можно идти. Немножко подсниму. Если вот так моргает красным, это значит, что вам можно еще идти, пока не загорится. Из необычных вещей можно заметить, что есть ребята как и в куртках, так и в шортах. Погода на самом деле теплая, ветер такой тепленький. И на улице ощущается где-то как градусов, может, 15-18. И самый прикол в том, что я вчера в Инстаграм снимал. Короче, я вот хожу в кроссовках. Вот в этих. Приехал с Владивостока, хожу в них целый день вчера и сегодня. Обратите внимание. Кроссовки просто чистые. Движение такое неспешное, то есть никто никуда не торопится. Все как-то размеренно. Уличные художники вот тут вот есть. Вчера он тоже вечером сидел, отдыхал. Мы здесь уже вчера прошлись, маршрут простроили. Сорян, если будет ветер. Но по-другому не могу снять, нет у меня фильтра. Попозже появится, наверное. Есть суши, но, говорят, они невкусные, хотя выглядят очень красиво. GTM тачек в городе я пока что не видел.
правый руль здесь котируется, потому что здесь праворукое движение, то есть машины едут не так, как в России, а как в Японии. Поэтому здесь на правом руле все ездят почти. Итак, сейчас мы купили сим-карту, потребовался только паспорт и 10 минут времени. 30 баксов, 30 гигов. Мы взяли обычную симку, можно было взять eSIM, и нам бонусом добавили еще 30 гигов. То есть у нас всего 60 гигов на 3 месяца. Так как мы здесь на месяц, нам, в принципе, должно хватить. Потом через 3 месяца сим-карта автоматически удаляется. Так, ну похоже чем-то на Питер. Люди сидят, читают, едят. У нас с газонов бы выгнали, но так как, напомню, здесь не грязно совсем, можно и ходить по газонам. Тут, короче, мясо вообще полное происходит. Дед хочет напихать какому-то пузатому дядьке. И вроде как у него получается. Так, это у нас получается библиотека. Так вот здесь ребятки отдыхают. Так, мы заходим в библиотеку, здесь нужно соблюдать дистанцию. Сейчас буду дотку поиграть, покричать на весь зал. Честно, я не знаю, что здесь происходит, я просто мимо шел и зашел посмотреть. Вот такие тут виды. Флаг Австралии висит. Такое здесь что движение. Тут памятник какому-то навигатору, капитану. Тут ребятки. Народ, сорян, кому не интересно, перематывайте, либо выключайте, дрифт будет дальше. А сейчас я просто хочу запечатлеть по максимуму пролеток, чтобы потом посмотреть можно было, что происходило вообще вокруг меня. Потому что сейчас я под впечатлениями пока что. Это получается парковка крытая. Там можно видеть, машины стоят, но они закрыты зеленью. Очень много вот таких пикапчиков. Очень стильно выглядит. Уже штук 5-10 видел. Просто стильный пикапчик, праворукий. Выглядит просто офигенно. Так, ну что, первый нахват. Такой вот автомобиль. Казаку такой нравится, он говорил. Санек, ну, что я тебе могу сказать? На спонсорах, вон, видишь, на Монстре. Ватрос написано. На Мишлене. Держаковая резина для тех, кто не в курсе. Пилот Спорт. Дорогобаксовая. На тормозах. Ну, короче, вот такой вот. Видимо, участвует где-то. Или для себя ездит. Сплиттер карбоновый чуть-чуть подбил. Ничего примечательного. Просто стоковая тачка в обклейке на карбоновых сплиттерах. Правый руль, заметьте, на автомате. Такой как бы интересный экземпляр. У нас такие тоже есть. Так, мы сейчас в местном метро. Едем до дрифт-трека. Нам надо будет проехать еще попуткой. И всего путь займет 2 часа. В суете, потому что не знаем, куда ехать. Но как доберемся, буду снимать. Так, с горем пополам мы добрались до станции метро, которая нам надо. Сейчас мы садимся в такси Uber и едем до трека. Ну так, у нас есть билетики. Keep it read. Такие вот. Сарай заезжает. Звуков дрифта я не слышу. Это значит, что, наверное, я не опоздал. Понимание подсниму. Вот мы идем по газону. И здесь машины стоят на газоне. Я сначала подумал, что по газону ходить нельзя, потом посмотрел, здесь машины стоят, значит, можешь ходить. Так, ну мы уже подходим. Тренажка стоит серенькая, на сплиттерах, как у меня, стопы Макс, как у меня. Тут пацаны на старте стоят, ждут. Тут GZX 90, весь тут на ап-гараже, все у него тут есть. Рулевич, Карданевичи. Тормоза стоковые, Work VS, все как надо. CST. Пацаны, ну, понимаете, в Австралии даже на CST ездят. Алло. Подсниму вам так разом, пацаны. Вот 33-я школа. Ну, что тут, как бы, в принципе, все нормально, в ливрее расклеено. Все пойдет. Здесь 32-я школа. На рейсах, на всех пирогах. Выглядит очень неплохо. На каркасе наварном. Пацаны, короче, стиль имеют. Пойдем дальше. Здесь S13 тоже тут что-то пацаны мутят, крутят. Эту машину я не знаю. Подходить не буду, потому что, ну, сами понимаете, как это будет выглядеть. Здесь что-то пацаны, короче, удумали. Колесо разули. Стену, наверное, дали потихой.
Тренажка очень красивая. Вот так примерно должна выглядеть машина, чтобы она выглядела машиной. Так, здесь продается мерч. Вон цены, кстати, можете ознакомиться. Кипи-3. Так вот все это дело выглядит. Я очень счастлив. Я хотел сюда попасть, я попал. Я знаю, что вам ничего не слышно, но все вам понятно. Зацените, у них сразу трансляция идет. Все, сейчас они берут интервью. Очень круто. Уровень просто нереальный. Каких-то про-соревнований. Хотя это просто стрит. Завтра будет про-соревнование. Очень круто. После заездов они возвращаются и проезжают мимо зрителей. Это дает свою энергетику, скажем так. Очень круто. Меня, в принципе, не удивишь, но для зрителей это очень крутая функция, что они могут рядом с машиной постоять, которая газует, а еще народ, когда едет, подбадривает их потихо. Ну, короче, круто очень. Это Австралия, и поэтому здесь все преимущественно на GZ-ах. Звук сразу слышно. Но как будто они ездят все на 35-ках на первом GZ, вообще просто с пола нет. Пробежал тут посмотреть машинки на парковке. 32-й, в кэнди покрашен, очень темный цвет, прикольный, очень красиво выглядит, и покраска очень хорошая. Сзади вот так оно выглядит. Очень красивый. Кстати, стопы у него кастом можно заметить. Но я даже не буду проверять, оригинал это мои серяки или нет, потому что это 100% оригинал. Вот 33-я элита. Сегодня накаталась, видимо, стоит, отдыхает. Это мероприятие называется Кипи-3 Battle Royale. Завтра еще ивент Haltech. Посмотрим, что там будет. Ну там прям типа соревы. Тут вот автомобили, я так быстренько пробегусь. Особо заострять не буду внимания, надеюсь, они завтра будут. Собственно говоря, тринашечка, 180 SX морда. А Ганадоры, зацените, какие стоят. Ганадоры шляпа. Надо Ригу вклеивать сюда. Но ничего, скоро и до Австралии дойдем, будем им продавать. Бояк. Вот сейчас он тут и будет насыпать пацанам. Вот еще тринашечка стоит, пацаны что-то чинят тут. Ну, конечно же, на атмосферном моторе мы можем видеть нулевик посередине стоит. Резина Зикнова. Смотрите, размер 235 40 18 Сайлун. Это о том, почему создают ограничения, потому что вот такие монстры могут ехать на 265-м гудрайде и просто уезжать в точку. А тут есть и маломощные тачки, которые колесом балансируют. Также и в ADC сделано 235 колесо, чтобы можно было кататься всем наравне. Конечно, прям сильно не уравняешь, но у мощной тачки мало шансов против маломощной тачки, когда колесо 235. Ну, по крайней мере, так считается, и оно так работает. Здесь вот четырка, которая гоняла. 33-й. Вот, пацаны, как выглядит РБ. Регулятор как в AGS, только на нем что-то другое написано. Вон пацаны вот так вот тут отливают стволы. Ну, в принципе, что, неплохо выглядит, неплохо. Заряжаюсь на постройку автомобиля, когда вижу такие картины. Очень круто. Вот 180 SX тоже, зацените, на башбаре. Тачка очень низкая.
Какой-то полурак, не знаю, кто это. О, здесь кто-то тоже интересный. Парням на заметку, смотрите, здесь написано что-то, что у него есть 5.7 с рокер, сток голова, это LS Turbo. Вот так вот она выглядит. Сказать, что круто выглядит, не сказать, конечно. Примерно вот так. Должен быть мощный, потому что турбина стоит, впуск, все, конечно, такое аккуратно сделано, заполировано, но как бы есть вопросики. Вам, конечно же, их не видно, но я отсюда вижу. Вот паренек тут сегодня катался тоже на такой аппаратуре. Это чисто GZX, очень длинная машина. Ну и мотор бара. Все на силиконе. Пацанов сварки, видимо, нету. Зато у пацанов турбогиб есть. Чисто форды. Номера он себе, конечно, интересно сделал. Мистер Дрифтер. Вот тринашечка здесь стоит. На китайских ганадорах и на фарах не от тринашки, но очень похоже от тринашки. Это с чего-то ставят, я знаю. Потому что оригинальные фары стоят рублей, наверное, 50. Ну, в России, не знаю, как здесь. Это тачка на роторе, по-моему, потому что звук очень похожий. Вот этот паренек меня сегодня заинтересовал. Турбина Borg Warner. Шестерни разрезные стоят, катушки усиленные зажигания. Гейт какой-то вверх. Ну и все, в принципе. Вот можете посмотреть. Подкапотка с флейками — это топ, конечно. За это отдельный респект. Тут, конечно же, каркас варен. Все нештатное. В принципе, как и у наших машин. Подсниму тут, пока ребят никого нету. Чтобы хоть знали для потомков, как выглядят машины в Австралии. Ну и тринашечку подсниму и уже поеду домой, потому что еще долго ехать. Тоже правый руль, вы можете видеть. Секвентал, ручничок. Все как надо. Но вот ганадоры, конечно, их не отпускают. Все они вот лепят вот эту пасту. Были бы оригинальные, выглядел бы он просто нереально. Ну еще фары, кирпичи бы поставить. Капот как я хочу, но, к сожалению, пока что нет негде его купить. Поэтому я купил D-Max. Ну, в целом тоже нормально пойдет для моих задач. Вот у пацанов набор колес, смотрите. Ездит на 235-м Сайлуне. Мейсер, Сиркай. Причем, ну, это оригинальные колеса. Это Japan. Мейсер вряд ли, но очень похоже. Не знаю. Не могу точно знать. Здесь тоже колесики. Они просто новые. Могу себе позволить, как говорится. Вот эти очень хорошие параметры. Ну и тут еще бушки. Блин, колеса так выглядят, капец. Как будто китайские по ночи, но это оригинальные колеса. Тут просто вот так вот рядом. Ну, тысяч так, наверное, 250 лежит. И тут еще чуть поменьше. В общем, я под впечатлением. Слово паразит, короче, меня не отпускает, поэтому извиняюсь. Ну, я думаю, если бы вы увидели, вы вообще заикаться начали. Все, увидимся завтра. Завтра здесь будут гонки уровня повыше. Надеюсь, что удастся подснять еще более круче контент, потому что будет днем и будет прям все видно. Все, увидимся позже. Чтобы проехать на метро, нужно купить карту. Вот так она выглядит. Вы здесь покупаете прямо в магазине. У вас есть доллары, вы можете посмотреть, куда вы проехали. Сейчас это написано Touch On. Это значит, что я прошел вот так, нажал на аппарате и зашел. Когда я буду выходить, мне нужно будет приложить ее опять. Если этого не сделать, то штраф $180 в Австралии. Один проезд стоит $4,60. Наш спаситель. Надеюсь, он там. Ждем следующего, садимся и едем в сторону города, пытаемся доехать. Реально, самое смешное, что время 9 часов, и мы типа не можем уехать. Все. Ну, есть запасной вариант такси. Такси стоит примерно $100. $100 это в районе 7 тысяч, 6-7. Поэтому будем пытаться своими силами доехать, там посмотрим, как будет. Еще одна особенность метро, когда подъезжают, надо самому открывать. Вы понимаете, насколько серьезно здесь соревнования сегодня будут проходить. Но самое интересное, ребята, вот здесь. Дождь, конечно, льет просто нереальный. Дел сладостей, мой любимый. Ценители, кто любит сладкое, заценят. Сейчас катались на Супермене. Отсюда вылетаешь и полетел. Очень жестко.